Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу о некоторых нестандартных применениях золота в истории человечества. Несколько веков назад на территории современной Колумбии проживало индейское племя Чибча, в котором существовала традиция покрывать тело будущего короля золотой пылью для участия в церемонии коронации. Сама церемония заключалась в том, что будущий король купался в озере Гуатавита, смывая с себя золотые дары и оставляя их на его дне. Некоторые историки считают, что этот обряд и послужил основанием легенды об Эльдорадо. Римский император Валериан во время войны в 2060 году вследствие измены попал в плен к персам, которые обращались с ним совершенно недостойным образом. Например, персидский царь Шапур I использовал его спину как скамейку, когда садился на лошадь. После длительного унижения Валериан предложил огромный выкуп за свое освобождение. В ответ на это Шапур влил ему в горло расплавленное золото. В другой истории рассказывается, что в 1599 году испанский губернатор Эквадора обложил племя Хивара таким большим налогом, что они его казнили, также залив в горло расплавленное золото. В Древнем Риме известный деятель и писатель Плиний Старший предлагал применять золото к кровоточащим ранам в качестве замены зельям. И это не единственная история прошлых лет, связанная с врачеванием. В XIV веке расплавленное золото с добавлением дробленых изумрудов использовали для лечения бубонной чумы. А великий врач эпохи Возрождения Парацельс был уверен, что золото обладает достаточно мощными целительными свойствами, открытие которых приведет к началу новой эры фармакологии. Примерно в это же время зубной лекарь Джованни де Арколья экспериментировал с золотой фольгой, применяя ее для пломбирования зубов. В первой половине XIX века русский купец Шелковников описывал быт тунгусов. По его словам, они не очень-то любили покупать свинцовые пули для ружей, считая их слишком дорогими. Для охоты коренные жители Сибири предпочитали использовать найденные золотые самородки. Тунгусы находили много желтых мягких камней вдоль русла реки, которые можно было с легкостью округлить, а по весу они не уступали свинцу. При этом стоимость такой пули, по их мнению, равнялась нулю. В 20 веке медиками было доказано, что золото оказывает благородное влияние на людей, страдающих ревматоидным артритом. Такое лечение назвали ауротерапия. Правда, до сих пор врачи до конца не понимают, как это работает. В наши дни ионы золота добавляются в косметические крема и маски. А еще существует другой популярный способ продления молодости – золотое армирование. Суть метода заключается в протягивании золотых нитей под кожу лица и тела. Золото стимулирует выработку веществ, сохраняющих эластичность кожи, а значит и продлевающие молодость. По слухам, к этой методике прибегали Катрин Денев, Джулия Робертс и Лайма Вайкуле. В одной из известных гостиниц Японии была установлена 80-килограммовая золотая ванна. Гостиница пользовалась бешеной популярностью, так как совершить омовение в самой дорогой купели мог любой желающий за небольшую плату. Правда, в последнее время желающих стали обыскивать охранники. Были замечены попытки пронести строительные инструменты и отколоть кусочек ванны себе на память. А одна женщина отличилась тем, что сломала себе челюсть, пытаясь откусить бортик ванны. К сожалению, в 2007 году золотую ванну из гостиницы похитили целиком. Но в 2019 году на острове Кюсю, японском курорте с горячими источниками, установили уже 150-килограммовую золотую ванну для всех желающих. Идея золотой сантехники и для нашей страны совсем не нова. Даже Владимир Ильич Ленин в свое время писал: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».
Несколько лет назад канадский дизайнер Тоби Вонг придумал оригинальные позолоченные пилюли с золотой стружкой внутри, которые были вполне съедобны. Желтые капсулы длиной 2 см продавались по $425 за упаковку из 3 штук, но позднее цена составила уже $800 за штуку. Более того, спрос на них явно превышал предложение. Идея заключалась в том, что достаточно проглотить капсулы, и они прямым образом превращали экскременты в позолоченный продукт. Выглядит странно, но нарядно. В современном мире золото используется практически повсеместно. В печати, кулинарии, космических кораблях, медицине и многих других отраслях. На щитки шлемов астронавтов наносят золото, чтобы защитить глаза от яркого света. Физическая сеть интернета также содержит огромное количество золота. Даже в вашем компьютере или телефоне присутствует этот драгоценный металл. Только не спешите его разбирать. Количество золота явно будет недостаточно, чтобы обогатиться. Напишите в комментариях, а какие знаете вы необычные применения для золота. Если видео вам показалось интересным, то отметьте это лайком, подпиской на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.